Привет, спасибо, что не пропустили очередное видео на forgottenweapons.com. Меня зовут Иэн Макколум, и сегодня мы устремим свое внимание на британскую SMLE, оснащенную оптическим прицелом. Не телескопическим, а оптическим. В 1915 году британцы их различали. Когда началась Первая мировая война, у британцев не было своей снайперской программы. Зато она была у немцев, и их снайперы быстро убедили британцев, что тем нужна снайперская винтовка. Британцам тогда пришлось в спешке изобретать прицелы, крепление к ним и искать правильный метод их производства. Они заключили контракты с несколькими разными компаниями, но до того, как принять на вооружение телескопические прицелы и крепление к ним, они пошли по несколько иному пути. Они нашли решение на соревновательных полигонах в Бисли. Это был так называемый галилейский прицел или галилейский оптический прицел. По сути, это телескоп без трубы, то есть внутри находится очень маленькая линза. А здесь к мушке прикреплена вторая, большая по диаметру линза. То есть, смотря через обе, вы получите увеличение в 2,5 раза в системе размером с ладонь. Это достаточно маленькая штука, легко крепится прямо на винтовку, легко поставляется в войска, легко устанавливается, и она относительно дешевая. Британцы закажут около 14 тысяч таких прицелов, отправят их в Европу и будут действительно ими пользоваться. Однако, перед тем, как рассказать вам, что с ними случилось далее, давайте я вам кое-что покажу. Это Martin BSA. По сути, это галилейский прицел производства Мартина. Ладно, начнем с мушки. Она просто крепится на переднюю заглушку SMLE. Здесь у нас был сквозной винт, который держал заглушку, а этот просто его заменяет, крепко фиксируя прицел. На нем есть кое-какие маркировки, но, к сожалению, их очень сложно разглядеть. Они находятся здесь и вот там. И гласят «Мартин из Глазго и Абердина». Это был один из самых немногочисленных заказов на галилейские прицелы. Самым часто встречающимся был Лати, 9000 произведено. После него шел Барнетт в количестве 4250 штук. Мартин изготовил 695 таких прицелов и продал их британскому правительству. Они были формально добавлены в список изменений в марте 1915 года, что довольно быстро, к тому же, скорее всего, они до этого успели побывать на поле боя. Итак, здесь вы можете увидеть, что вот тут, в центре прицела, нанесена маленькая точка. Это и есть точка прицеливания. И, разумеется, это не обычное стекло, а линза. С помощью нее вы можете получить увеличение в 2,5 раза. И вы должны смотреть на нее через то, что на первый взгляд похоже на обычный диоптрический целик. Но на самом деле это диоптрический прицел с маленькой линзой внутри. Он поднимается так же, как и механический целик. Здесь у нас диоптер, который мы выставляем, соответственно, переднему. Точка в центре которого будет нашей точкой прицеливания. Задняя линза является частью сложного устройства. Она установлена на регулируемом целике BSA модуль 9C. То есть изначально это был регулируемый чем-то вроде микрометра диоптрический целик, который может делать крутые штуки вроде раскладывания. Итак, вот это поднимается. Это выдвигается вперед и вниз, и таким образом все это убирается вниз для того, чтобы не повредиться при транспортировке. И теперь я могу вам кое-что продемонстрировать. Тут регулировка по ветру, тут регулируется высота, и если я все это опущу, вы можете получше взглянуть вот сюда. Здесь у нас маленькая линза. Я попробую показать вам, на что похож вид через этот прицел, несмотря на то, что камера работает несколько иначе, чем человеческий глаз. Однако можно увидеть, что вид через линзы и не через них отличается. К сожалению, это все, что у меня получится вам показать. Что ж, изначально такие прицелы использовались на соревнованиях по стрельбе из винтовок в городе Бисли. Разумеется, когда они впервые были представлены, это вызвало большой спор по поводу того, насколько их использование соответствует правилам. И это довольно интересный пример того, как бы внутренней борьбы между спортивными стрелками и военными. Так как военные серьезно заинтересованы в точной стрельбе, нередко можно столкнуться с тем, как развитие таких технологий скачет между соревновательными стрельбищами и армией. Так что вещи вроде этой проходят от соревнований в Бисли до армейского использования.
Подобное происходит и поныне. Как, например, американские военные принимают на вооружение регулируемые прицелы малой кратности. Эти системы прицеливания изначально пришли из стрелковых соревнований. Галилеевские прицелы недолго пробыли в активном полевом использовании. Выяснилось, что у них имелось множество проблем. Возможно, они были лучше механических прицелов, тем не менее, они уступали телескопическим прицелам на винтовках по целому ряду параметров. Поле зрения было очень и очень маленьким, примерно 152 сантиметра на дистанции в 90 метров, это крайне мало. Присутствовала высокая вероятность попадания грязи хотя бы на одну из линз, а плохое освещение могло оказать гораздо худшее влияние, чем на оптических прицелах. Очевидно, что они также были плохо защищены и, откровенно говоря, весьма сложны в обращении. Жаль, что через камеру плохо видно то, как оно выглядит при использовании. Это была моя первая возможность, наконец, протестировать один из этих прицелов. Хотя мы и не стреляли, но нам удалось посмотреть через него на открытой местности при хорошем освещении. И, собственно, галилеевский прицел дает довольно маленькое увеличение. Вашу точку прицеливания достаточно сложно увидеть на практике. И, честно говоря, если бы мне предложили галилеевский прицел вместо обычного механического на боевой винтовке, я бы хорошенько подумал, что из этого я бы взял для личного пользования. Такое мнение было широко распространено. Я думаю так, потому что от них отказались, как только стали доступны оптические прицелы, а они сами просто исчезли, лишь немногие уцелели к нашему времени. Интересно, что некоторые вещи слишком большие, чтобы хранить их в качестве сувениров. А вот галилеевские прицелы оказались слишком маленькими. Они были сняты, потеряны или брошены. Они выглядят совсем непримечательно. На многих из них нет маркировок, и они просто плохо сохранились. Так что найти эти прицелы в наше время весьма сложно. За них готовы заплатить баснословные суммы денег. Так что я очень благодарен коллекционеру, у которого они нашлись, и который позволил мне их изучить и показать вам. Надеюсь, вам понравилось видео. Спасибо за просмотр.